Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу с вами обсудить не то чтобы обсудить, а рассказать, что имеет пространство в виду, когда говорит, что нужно вернуться в детство, что нужно стать ребенком, что она подразумевает. Это понимание, это восприятие пришло недавно, пришло в июне. Июнь удивительный месяц, и полностью та информация, которая была в прогнозе, она соответствует тем процессам, которые происходят. Что это значит? Это значит стать тем, кем ты являешься на самом деле. Другими словами, ты в детстве — это совершенно чистый, другой, истинный ты, нежели ты, который есть здесь и сейчас. Это абсолютно разные люди. И когда говорят и делают упор на то, чтобы вернуться в детство, это значит стать тем человеком, той сущностью световой, которой ты был в детстве до определенного момента. До того момента, как у тебя начала появляться другая личина, до того момента, как ты стал принимать в себя, в свое пространство чужие программы. Я буду говорить о себе, о том, как я это пережила, да, как я это восприняла. Когда нам говорят, что следуй своему импульсу, то есть у тебя рождается импульс, и очень важно следовать этому импульсу. Когда мы доверяем и мы слышим эти импульсы, что такое импульсы? Это когда тебе вдруг что-то захотелось сделать. Это когда тебе вдруг пришла какая-то идея, это когда тебе вдруг потянуло куда-то, к кому-то. И ты эти импульсы, ты их слушаешь, ты их слышишь, и ты их реализуешь через физическое действие. Так вот, когда ты реализуешь эти импульсы, ты раскрываешься, ты избавляешься от того хлама, который на себя нацеплял в процессе жизни, так или иначе. Потому что, реализуя эти импульсы, ты избавляешься от страхов, от комплексов, так или иначе. Тебе надо что-то делать, тебе импульс говорит, а ты принял, в общем-то, на себя осознанное решение, что ты будешь следовать этим импульсам и будешь расширять свое восприятие этих импульсов и следовать им, да. В процессе этого тебе так или иначе приходится преодолевать ложные программы, которые у тебя засели. Преодолевать, можно сказать, себя, но на самом деле это ложные программы, которые сидят в тебе. Так вот, реализуя один из этих импульсов, распаковалась огромная часть того человека, живущего в маленьком теле. И это было очень необычно, это было очень ошеломляюще, потому что тот пакет, который распаковался, а это распаковались
навыки, навыки а, того человека, который вот был в маленьком теле, любил а, точнее, не любил ходить по земле, а выбирал все время разные пути. Крыши, деревья, заборы и, в общем-то, бордюры, трубы, все, что было над землей. И реализуя один из таких импульсов, а именно забраться на дерево, причем босиком, распаковалась вот этот огромный, я бы сказала, там можно диссертацию написать, навык по вопросу. И было удивительно, как это можно было такой объем информации, такой объем навыка вообще забыть, куда-то его спрятать. И ну, это действительно стрёмно, когда в течение жизни какие-то ценные навыки, они забиваются хламом, ненужным абсолютно. Ну, среди них это, в общем-то, как лазить по деревьям, как они отличаются, как они различаются, что если ты а, собираешь ягоды, и ты должен начать собирать их с начала роста, то есть от ствола, потому что если ты начнешь их собирать с конца веточки, то, скорее всего, веточка поднимется, и тебе сложно будет оборвать это до конца. Либо вообще ты больше ее не поймаешь, или упадешь с дерева. Но это еще не все. В следующий раз, когда я собирала ягоды, получилось так, что я на макушке этого дерева болталась с кастрюлькой. Она была уже полная. Я, в общем-то, получала удовольствие, но вдруг я поперхнулась. Если от 1 до 10, там, где 10 это уже максимально без посторонней помощи, тебе просто не вздохнуть, то это было на 9, потому что это было так сильно, я подавилась, что я не могла не вздохнуть, а я болтаюсь на макушке, никого нет. Даже если бы и были, я позвать никого не могу, потому что я не могу не сказать, не вздохнуть вообще никак. Я пытаюсь повернуться на этой ветке, чтобы с нее не грабануться. Судорогой свело ногу и заклинило шею. Это была настолько комичная ситуация, просто вообще я не знала, что мне делать. То ли пытаться мне откашляться, то ли мне... Потому что меня еще начал смех разбирать. Это была очень черно-юмористическая зарисовка вообще в жизни, которую только можно было придумать. И после этого случая мне удалось откашляться, мне удалось спуститься с этого дерева. Но после этого случая обрушился шквал. Шквал, опять-таки, воспоминаний, которые тоже удивительным образом почему-то были забыты. И это были воспоминания в плане восприятия и в плане ощущения. И это совершенно ошеломляющий новый опыт. Это ты как будто бы знакомишься с совершенно незнакомым тебе человеком или с человеком, которого ты давно-давно забыл. Это очень удивительно, интересно. Эти воспоминания, они стали приходить просто огромным потоком. И подобных ситуаций, как была на макушке этого дерева, потому что подобных ситуаций
было огромное количество и во всяких разных вариантах. И в эти моменты а, тот человек, он не испытывал страха ни перед чем. Падал в пропасть, не было страха. Огромное количество раз падал с деревьев, заборов, не было страха. Дважды парализовывало, не было страха. Утонула, не было страха. Это новое восприятие, то есть того, что говорят, там пролетает вся жизнь перед глазами, этого тоже не было. И страха как такового, смерти, там еще чего-то, вообще никакого страха не было. Напротив, тотальное спокойствие и какая-то прям невозмутимость, собранность, которая тоже поражает. И этот шквал он именно пришел через ощущение, то есть это очень мощное ощущение, это не какое-то отдаленное ощущение, нет. Этот шквал, он в каждое событие подобное, прям как будто бы тебя поставил туда. Вот прожить все, вот то, что с тобой было, даже в те моменты, когда это уже было там не детство. И вот ощутить это восприятие и проанализировать его, да, понаблюдать, что это было за восприятие, что это был за человек. И вот это вот истинное восприятие, да, когда ты не затуманен твой разум какой-то дребеденью. Ты, когда находишься в собранном состоянии, единственное, о чем я думала, это как почему-то мама будет воспринимать там, не знаю, там с гор, как мое тело там принесут или вообще никогда не найдут. Или там, как этого утопленника там поднимут. Там было еще одно воспоминание про елку, но я что-то никак не могу понять, что это за воспоминание про елку. Ну, когда надо, она, наверное, распакуется, эта елка. Это единственное, о чем я думала. То есть это даже не то, что там я переживала, боялась или наоборот, это тотальное спокойствие, и ты думаешь, блин, как вот матери сообщат, как она воспринимать это будет, одно желание, чтобы она это воспринимала как бы адекватно, да, там, все, больше никаких там истерик, эмоций лишних. И после происшествия, правда, есть некоторые, которые память затерта, да, там за, может быть, несколько дней или как-то так. Тоже никаких там истерик или еще чего-то. Все как будто бы так и надо. Спокойно, без лишних истерик, вообще никаких истерик. Наоборот, очень интересно, когда однажды выбросили в реку, и никакой паники не было, был просто анализ ситуации, течения. Было необычно, что течение слишком большое, несмотря на то, что это равнинная река, да. Но удивило то, что очень мощное течение. И, в общем-то, больше ничего, далеко, конечно, до берега, что с одной, что с другой стороны, везде далеко.
Но паники никакой не было. Был просто как бы, что плыть туда, сюда, все. Доплывешь, доплывешь, не доплывешь, не доплывешь. Ну, в общем-то, все дело в восприятии. Дальше стали распаковываться те моменты, когда заходили а, внешние программы, которые были не твои, которые не принадлежали этому человеку, которые приходили извне. Мы шли с мамой из магазина, и я несла две нелегкие, тяжелые сумки. Она пыталась, как обычно, у меня это вырвать из рук, чтобы помочь. И вдруг по импульсу я ей сказала, что мне не тяжело, мне легко. И вместе с этим, опять-таки, распаковался огромный пласт информации о той, в общем-то, о том человеке и как заходили эти программы. Пришло воспоминание из детства, внутреннего диалога и восприятия вообще, анализа того, что происходило вокруг со мной. И это все поддавалось анализу, это все поддавалось некому разумному внутреннему диалогу. И я была довольно-таки физически сильным ребенком с детства, и у меня не было понятия, что такое легко, что такое тяжело. То есть не было такой программы. Я не понимала, что значит легко или что значит тяжело. Я не понимала, что значит сложно или просто. И для меня было только то, что нужно одно переместить из одной точки в другую точку, и нужно решить какую-то задачу. И я не понимаю, то есть вот путь есть, решение есть, но мне непонятно, почему окружающие меня люди называют это сложным, легким, простым, тяжелым. Мне это было непонятно. И эти программы, они уже потом заходят извне, когда мы их принимаем, эти программы, они заходят в наше пространство и начинают сами по себе жить. А пока мы их не запустили, для тебя нету ни простого, ни сложного, ни тяжелого, ни легкого. Есть просто то, что жизнь. Есть просто жизнь и то, что тебе нужно сделать. Что в отношении между полами у меня тоже не было никаких паразитарных, странных программ. Они пришли извне. Что значит девочке нельзя ходить в гости к мальчику? Мальчик ко мне приходит в гости, почему я не могу к своему другу пойти даже не в гости, а позвать его играть вместе, да, там, гулять. Что это значит? Или что значит мальчику можно так себя вести, а мне так себя нельзя вести? Или так я могу делать, то есть он может так делать, я так не могу делать. Вот все эти какие-то непонятные программы, они заходили. Но что касается в отношении полов, они заходили очень проблематично и не заходили, можно сказать, практически вообще, поскольку я росла с братьями, и моя мама довольно-таки лояльно ко мне вообще относилась, легко меня воспринимала. Но, тем не менее, когда мне сказали, что девочка не может дружить с мальчиками, она
должна дружить там с девочками. Вот с этого момента в моей жизни начались некие проблемы, поскольку те девочки, которые заходили, они как-то в дальнейшем очень сильно не зашли, но сделали меня намного мудрее. Была программа того, что я хорошо плавала под водой. Я не плавала над водой, я хорошо плавала под водой. И надолго задерживала дыхание. То есть я могла занырнуть и долго не выныривать. Я хорошо плавала до того момента, пока мне не сказали, что это не считается. Плавать уметь — это значит плавать над водой, а не под водой. И с этого момента я начала очень упорно думать о том, что я не умею плавать. И что нужно плавать над водой. Брат меня учил, но я почему-то все время спускалась под воду. Но с большим трудом он меня все-таки научил плавать. Но все равно это было хуже, и это было неудобно мне. То есть это было как будто бы противоестественно для меня. Но опять-таки так заходят вот эти вот программы, которые мы принимаем и которые нам окружение навязывает, как оно видит и чего оно хочет видеть. Восприятие отношений. Было абсолютно ровное восприятие, то есть ты общаешься с человеком спокойно, ровно, да, потом однажды этот человек с очень странным, очень чересчур скорбным лицом говорит, что нужно поговорить, и сообщает, что он, в общем-то, хочет прекратить отношения. Первое, что странным было, это его скорбное лицо, которое я считала как нечто трагичное, то есть там как минимум кто-то помер, должен был быть. Когда он мне сказал, что он хочет, в общем-то, прекратить наши отношения, такая примерно реакция у меня тогда была, но его странная реакция стала еще хуже и еще непонятней. И, в общем-то, я ему сказала, что не надо так расстраиваться, то есть все в порядке, мир на этом не рухнул, и вообще жизнь продолжается дальше. Потом мне сестра объяснила, что как бы не той реакции, не так. То есть это так, опять-таки, заходят те ложные программы, которые не принадлежат нам. Нам говорят, как нам нужно воспринимать те или иные события в нашей жизни. Диктуют то, как ты должен воспринимать сам себя и то, что с тобой происходит. Вот эта паразитарная матрица, вот как лепит из светлых сутей, не пойми кого и не пойми чего, цепляя, надевая на людей чужие совершенно придуманные какие-то личины, по которым потом человек вынужден жить. Вот если он на себя какую-то личину надел, и он теряется сам в себе, потому что он думает о себе одно, играет он совсем другое, видят его совсем третьим, и, в общем-то, вот откуда берется это раздвоение, расстроение, расслоение этой самой личности. Расслоение, раздвоение личности, оно также еще берется расщепление, да, истинное, что называется расщеплением личности, оно берется еще из тех
травм психологических, которые происходят в человеке. Вот тогда меняется личность человека. И почти у каждого мощного светлого духа такое в жизни происходит, либо может произойти для того, чтобы, в общем-то, заменить эту личность, да, для того, чтобы дух, в общем-то, посмотрел на это тело и сказал: нет, здесь что-то мне уже ловить нечего, да, здесь все пропало. Все пошло не так, все что-то пропало. То есть вернуться в детство — это значит вернуть свое чистое восприятие, это значит вернуть самого себя, это значит раскрыть самого себя для себя. И в этот момент приходит это ощущение, это даже не воспоминание, вдруг раскрывается все то, что ты мечтал, чего ты хотел. Это даже не мечта, это как некий такой план. Но потом по какой-то причине вдруг ты забыл этого человека. Вдруг ты стал совсем другим человеком. Вдруг этого человека вытеснило что-то другое. То, что ты насобирал, то, что вдруг что-то ценное, что-то настоящее, что-то очень искристое, красивое заменилось каким-то хламом, каким-то мусором, совершенно ненужным. И ты вдруг стал играть не в свою игру, не свою роль абсолютно. У всех это происходит по разным причинам. Но расщепление личности, оно, как правило, связано с каким-то потрясением. Да? В моем случае это была травма. Травма, которая перевернула вообще всю жизнь. И страшно в психологических не сама травма, да, а то, что называют ПТСР. Что такое ПТСР? Посттравматический синдром. Это то, что ты уже упал на дно, но ты этого не осознаешь. То, что твоя жизнь уже изменилась, но ты этого не осознаешь. Твое восприятие изменилось, но осознания этого нет. Оно будет догонять долго. Да? И вот это вот страшно. Как бы там ни было, в любом случае, этот путь окончен. У меня сейчас выпускной. И я хочу сказать, побывав на самом дне, что человек способен вылезти откуда угодно. Никто не придет на помощь. Удивительно было то, опять-таки, это как будто бы все произошло в прокрутке, вот вместе с этими моментами. Это по-новому посмотреть вообще абсолютно на все, что происходило в твоей жизни. Это попасть как будто бы за кулисье. Это один в один Алиса в стране чудес, только там черный юмор присутствует, да, ни в каком, ни в какой стране чудес, ни хрена, это не чудеса. Там все становится очень очевидным, то есть все те, которые тебя окружали до твоего падения, они предстают все, как бы, наверное, в своем истинном обличии. И никто не придет тебе на помощь, никто тебя не спасет ни сейчас, ни в какой другой момент.
ты сам являешься своим спасателем, только ты сам себя можешь спасти. Тебя никто спасать не будет. Если ты сам себя спасаешь, то пространство, оно будет помогать тебе, и то не сразу. Да, говорят, есть хранители, они на самом деле есть, но когда происходит потеря и падение, теряется связь. То есть очень много разных вариантов происходящего с тобой в твоей жизни. Но мы сейчас не об этом, а о том, что на какое бы ты дно не упал, ты всегда можешь и способен, у тебя есть для этого силы, ресурсы, в каком бы ты состоянии ни был. Все, что происходит в твоей жизни, это твои инструменты, это твои уроки. Не бывает так, чтобы у тебя ничего не было. У тебя всегда есть все то, что тебе нужно. Для того, чтобы выбраться из этой ямы, стать королем этой ямы, выбраться из нее и навалять еще потом сверху тем, кто тебя туда закинул. Тело человека и вообще сам человек — это могущественная субстанция, могущественная личность, которая способна на все, творит миры. И что, он не может из ямы, что ли, с чертями выбраться там, где всякое непотребство? Ладно, дорогие мои, я увлеклась. Я надеюсь, это будет вам полезно. Не то, что надеюсь, я знаю, что это будет полезно. Думаю, что, в общем, мне говорят, что я, в общем-то, все сказала то, что хотели от меня, чтобы я сказала. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.